Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также постоянных зрителей, своих подписчиков. Спасибо за ваши комментарии, за отзывы, пожелания. Я сегодня к вам вот с таким интересным большим моточком. Здесь получается 500, сейчас чтобы не соврать, 565 метров ниточек в 100 граммах. Это 100% хлопок. Вот такое интересное окрашивание. Ниточка получается летняя, но вы в свою очередь берете любую пряжу, какая у вас есть. Под нее, естественно, подбираете крючок согласно аннотации, все как всегда, да. И мы пробуем, вяжем узорчик. Итак, в моем случае, как называются эти ниточки, кого они заинтересовали? Называются они ниточки Макси. Видите, мадам Трикот. И получается, вот пишут, это 100% хлопок. Я беру для данной пряжи крючок номер 2. Вы можете подбирать под свою плотность крючок поменьше, крючок побольше. Так? Но я возьму крючок номер 2, а вы, повторюсь, берете любую пряжу. Узорчики все универсальные. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 16 петелькам. Я, получается, наберу 2 раппорта, еще дополнительно наберу петельки, чтобы узорчик красиво закончился. И я опять буду делать кромочные столбики по бокам, по 3 столбика с каждой стороны. В общем, итого я буду набирать 41 воздушную петельку, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. Есть. Теперь я набираю 41 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот мой будущий образец. Видите, как интересно переходит ниточка от светлого к темному. Далее настоятельно рекомендую, особенно новичкам, сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее считаем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же ныряем и провязываем по 2 петельки. 2, 2. И так далее. Мы должны с вами будем нырнуть в каждую, получается, петельку нашей цепочки, провязать столбик с накидом и сами себя контролируйте. Я набрала 41 воздушную петельку, значит, у меня должно получиться 41 столбик с накидом. Вы контролируете себя. Сколько петелек набрали, столько столбиков должно получиться. И не забывайте, что вот эти вот первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это тоже имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно столбики, в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно, давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Вот такая вот гусеничка. Так, теперь приступаем непосредственно к самому узорчику. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. И я говорила, что у меня будут кромочные столбики, да, поворот. И я буду делать начало ряда и конец ряда, я буду делать по 3 столбика кромочных. То есть вот второй столбик у меня будет столбик с накидом. И третий столбик, столбик с накидом. Смотря какое у вас изделие. Да, если вам нужны точно так же кромочные столбики, вы можете делать по своему желанию 5, и 7, и 10 и так далее. Ну, я сделаю 3. Далее, смотрите. Накид. Мы с вами пропускаем 1 столбик, а в следующий столбик провязываем рогаточку. Смотрите, столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же вернулись, и опять столбик с накидом 2. Вот, рогаточка, поняли? Идем дальше. Пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в третий столбик провязываем такую же рогаточку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом 2. Угу, 2 рогаточки. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. В столбиках пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й столбик провязываем большую рогатку. Смотрите, столбик с накидом 1, а потом делаем аж 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся сюда же и провязываем еще 1 столбик с накидом. Угу. Видите? Вот такая. Тут маленькие, 2 маленькие, 1 большая. Опять 2 воздушные петельки делаем. 1, 2.
Смотрите, опять пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и делаем маленькую рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 2. Угу. Дальше пропускаем 2 столбика. 1, 2, в третий провязываем рогаточку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2. Есть? И опять пропускаем третий раз 2 столбика и провязываем третью рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Угу. Видите? Получается у нас 2 маленькие рогаточки, 1 большая. Потом, получается, мы провязали 1 маленькую рогаточку, на этом раппорт наш закончится. Далее повторение опять. 2 маленькие рогаточки, дальше будет большая. Давайте 2 воздушные петельки. 1, 2. Далее пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В пятый провязываем столбик с накидом 1. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся сюда же, провязываем столбик с накидом 2. Большая рогатка. Дальше опять 2 воздушные петельки. 1, 2. А в столбиках пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В пятый провязываем маленькую рогаточку. 1 столбик с накидом, воздушная петелька. И сюда же второй столбик с накидом. 1, маленькая рогаточка. Дальше пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий столбик провязываем опять маленькую рогаточку. 1 столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же 2 столбик с накидом. Есть. И получается заканчиваем наш ряд точно так же, как и начинали. Пропустили 1 столбик и вот мои получается 1, 2 и 3 петелька подъема. Третья петелька подъема это будут мои 3 столбика с накидом кромочные. 1 столбик с накидом, следующий 2 столбик с накидом, следующий в третью петельку подъема 3 столбика с накидом. Повторюсь, вы можете кромочные делать, можете не делать, можете делать больше на ваше усмотрение. Итак, далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. Вот мои еще 2 столбика. Итого получится 3 кромочных столбика. 1, 2, 3. На них я больше останавливаться не буду. Да? Дальше смотрите. Там, где у нас идут маленькие рогаточки, здесь и впредь на протяжении всего узорчика мы будем провязывать рогатки. Итак, в первую рогаточку ныряем, столбик с накидом провязываем. Итак, накид, нырнули, столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Рогатка. Далее накид, в следующую рогаточку, в маленькую опять нырнули, провязали столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2. Не сложно? Не сложно. Над рогаточкой рогаточка. А дальше смотрите внимательно. Мы делаем 1 воздушную петельку. Теперь мы будем работать вот с такой большой нашей рогаткой. А именно, смотрите, как накид. Нырнули в рогаточку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Держим на крючке. Накид. Еще раз нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Держим на крючке. И точно так же третий раз нырнули. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь у нас на крючке 4 петельки. Мы их все вместе провязываем и обязательно фиксируем. У нас получилось 3 столбика с одной общей верхушкой. Делаем воздушную петельку и повторяем все то же самое. То есть второй раз делаем накид, 2 петельки, стоп, 2 петельки, стоп, 2 петельки, стоп. Вот у нас на крючке 4 петельки. Опять провязываем вместе и обязательно фиксируем. Вот у нас получается вот такие вот интересные как бы листочки, да, назовем их так. Опять воздушная петелька. Повторяем все то же самое третий раз. Стоп. 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 4 петельки. Провязали вместе и обязательно зафиксировали. Воздушная петелька. И то же самое повторяем 4-й раз. 1, 2, 3. Провязали и обязательно зафиксировали. И у нас получается в большой рогаточке выросли вот такие вот 4 листика. Ну, назовем их так. Далее воздушная петелька. И мы переключаемся на маленькие рогаточки. 1, 2, 3.
Здесь точно так же на протяжении всего узорчика вы будете над рогаточками провязывать рогаточки. Несложно. Столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. И сразу же переключаемся в следующую рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2. Угу. И сразу же третий получается рогаточка. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2. Понятно? Вот, видите, над рогаточками рогаточки, несложно. Дальше повторяем все то же самое, что мы провязывали в большой рогатке. Итак, для начала делаем воздушную петельку, ныряем в большую рогатку и провязываем 4 листочка. Да? Вспоминайте, 1, 2, 3 неполных столбика с накидом, 4 петельки на крючке, провязали вместе, зафиксировали, воздушная петелька. Второй раз точно так же, 1, 2, 3, все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька, третий раз, 1, 2, 3, провязали, зафиксировали и четвертый раз, 1, 2, 3, провязали, зафиксировали. Не забыли сделать воздушную петельку, опять переключаемся на рогаточки и кромочные столбики. Справитесь? Я думаю, что справитесь. У вас должна получиться вот такая вот вырисовываться небольшая красота. Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, осталось чуть-чуть. Я вас встречаю в конце ряда. Так, смотрите, вот такая вот ажурная красота растет. Я провязала до конца ряда, да, сделала свои 3 кромочных столбика и уже перешла на следующий ряд и сделала уже там тоже 3 кромочных столбика, ну, чтобы вас не отвлекать, да. Итак, смотрите, дальше что мы делаем? Не забываем, да, я говорила, что над маленькими рогатками будут всегда рогатки, поэтому здесь вообще без вопросов провязываем опять над рогаткой рогатку. Столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Тут вообще без вопросов. Вторую рогаточку точно так же. Нырнули, столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Есть. Угу. Угу. Дальше, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. И смотрите внимательно. Получается, вот у нас первый лепесточек, второй лепесточек, третий, да, четвертый. И вот получается между вторым и третьим арочка, да, из воздушной петельки была. Вот мы в эту арочку ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся сюда же и провязываем большую рогатку. Понятно? То есть получается, мы с вами в данном ряду повторяем самый первый ряд. Маленькая рогатка, большая рогатка. Поняли, да, куда мы ее приделываем? Так вот, оп, в центр. Дальше 2 воздушные петельки. И опять, смотрите, 3 рогаточки. Значит, мы будем провязывать 3 рогаточки. Не сложно? Не сложно. То есть ваша задача полностью повторить первый ряд. Единственное, что особенность, что запомните, куда будете непосредственно делать большую рогаточку. Сейчас я сделаю маленькие рогаточки, покажу еще раз, где будет наша большая рогаточка. Смотрите, как интересно переходит цвет, да? Итак, 3 рогаточки есть. 2 воздушные петельки. 1, 2. Еще раз, смотрите. 1, 2, 3, 4 листочка, лепесточка. Между вторым и третьим, вот наша арочка из одной воздушной петельки, ныряем в эту арочку, провязываем столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и возвращаемся сюда же, столбик с накидом 2. Это вот наша вот такая вот большая рогатка. Угу. Не сложно? Не сложно. Все, до конца ряда самостоятельно, в конце ряда я вас встречаю. Так, вот наши маленькие рогаточки, между ними получается вот над такими листочками, да, вот над такими веерочками находятся большие рогаточки. Не сложно, совсем не сложно. Я уже провязала свои кромочные столбики, уже перешла на новый ряд. И смотрите, сейчас ваша задача полностью точь-в-точь повторять второй ряд. То есть над маленькими рогаточками маленькие будут рогаточки, а эта большая рогаточка будет состоять из таких вот 4 листочков. Вспомнили? Все. То есть получается, вы повторяете первый-второй ряд, первый-второй ряд, ничего сложного нет. Увеличиваете на тот размер, на который вам необходимо посмотреть. Так, вот. Получается, раппорт узорчика 2 ряда. Сейчас рогаточки, листочки.
рогаточки, листочки, рогаточки. Обратно возвращаетесь. Рогаточки, большая рогатка, рогаточки, большая рогатка, рогаточки. Поняли? То есть несложно. Для тех, кто умеет читать схемку, так, я сюда приложу схемку. Посмотрите внимательно. Если что, следите, скачивайте, вяжите с удовольствием. Давайте встретимся через несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится интересно. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот по итогу какая красота. Видите, как переходит цвет, да? Если, конечно, это будет большое изделие, то сами представляете, немножко будет по-другому ложиться ниточка, да? То есть, как она будет по частоте меняться. Вот так вот узорчик тянется. Вот так вот он тянется. Несложный вообще. Вяжется очень-очень быстро. Можете вязать совсем из любых ниточек. Узорчик, видите, двусторонний. Выбираете себе любую сторону. И еще тут хотела уточнить один момент. Смотрите, если вы хотите сделать поменьше, да, рогаточек, вы, естественно, убираете один столбик или два столбика. Если хотите побольше, вы делаете больше рогаточек. Поняли, да? То есть, получается, самостоятельно, когда принцип узорчика поняли, самостоятельно можете менять количество данных рогаточек. Узорчик вообще не сложный, смотрится красиво, выглядит просто. Для летних маечек, топиков, кофточек шикарно будет. Для летних кардиганов, ну если это летняя пряжа, да. Если это будет пряжа демисезонная, зимняя, естественно, это что будет? Это будет, естественно, теплые кофточки, кардиганчики, также накидочки, палантинчики, в общем, на ваше усмотрение. Давайте замерим. Я, получается, набирала 41 воздушную петельку. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, как у меня, то в моем случае вот 14,5 сантиметров. Да? Повторюсь еще раз, что вот эти вот кромочные столбики вы можете увеличить. У меня по 3 столбика, у вас может быть больше. Да? Либо это, смотря какое изделие, может быть их вообще не быть. Итак, смотрите, получается один раппорт, 2 ряда. Да? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 рядочков. И давайте замерим по самому, получается, верхней точке. И первый ряд наборный, 15. Получается 12 сантиметров. Вот такая вот красота. Когда вы захотите выровнять, да, полностью сделать, закончить вязание и сделать ровненько, то провязывайте точно так же. Рогаточка, получается. Здесь у вас будет 2 воздушные петельки. И сюда вы будете присоединяться уже не большой рогаткой, а присоединяйтесь, провязывайте верхушку данных, получается, вот этих вот столбиков, столбиками без накида. Поняли, да? То есть у вас будут столбики с накидом, здесь столбики без накида, и автоматически высота у вас выровняется. Поняли? Здесь опять будут столбики с накидом, а здесь столбики без накида. Столбики с накидом. Понятно? Я во многих узорчиках показывала, как выравнивать, так что смотрите. Вот. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте в комментариях писать, чтобы вы связали данным узорчиком. Первое. Второе. Кто уже вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вы вязали, какой пряжей. Нам это будет интересно. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Колокольчик должен быть самый верхний, черненьким, окрашенный. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Нажимайте на плюсик под видео, чтобы сохранить в плейлисты себе данное видео, смотреть в любое удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.